Не все метавселенные одинаковы. Сегодня на реальных примерах постараемся понять, куда нас могут привести мечты о новом дивном мире. Что такое метавселенная? Виртуальная утопия или цифровой концлагерь? Пока вы будете смотреть этот ролик, постарайтесь ответить на 3 вопроса. Готовы ли вы пропускать все, что чувствует ваше физическое тело, через сеть? Второй вопрос. Способны ли вы обменять свободу на безопасность? И третий вопрос. Какую цену готовы вы заплатить за возможность улыбаться в метавселенных? Вы знаете, как работают алгоритмы YouTube, поэтому сразу подпишитесь и поставьте лайк, если еще этого не сделали. Я Алишер, это Метабаза, будет интересно. Загружаемся. Прежде чем мы перейдем к примерам, нам надо понять, почему внимание стало более важной валютой, чем доллары и биткоины. Профессор когнитивной психологии из Цюриха Клаус Аберауэр в своем исследовании написал, что внимание используется для отбора самой важной задачи на данный момент и как хранилище списка задач для реализации текущих целей. Экономика внимания – это подход, расценивающий внимание человека или группы людей как ограниченный ресурс и применяющий экономические модели к его анализу. Так как предложение всегда превышает спрос, сотни тысяч источников сигнала конкурируют за ваш фокус. У внимания возникает вполне осязаемая ценность. Мы его направляем или нам помогают его направлять, а потом мы принимаем решение, где быть, с кем быть, что купить, что продать и за кого голосовать. Заниматься бизнесом на рынке внимания позволяют персональные данные, анализируемые искусственным интеллектом. Алгоритмы ищут общие и различные признаки и группируют людей в когорты для того, чтобы более качественно и надежно закрепить в вашей голове ту или иную идею. Те, кто завладел вашим вниманием, начинают генерировать сверхприбыль, несопоставимую по усилиям, затраченным на создание и доставку этой идеи в ваше сознание. И речь идет не только о рекламных роликах и билбордах. Основные охотники за вниманием – это государство, корпорации и бандиты. Разделение, как вы понимаете, условное. Они используют все доступные средства, чтобы вытеснить друг друга из вашего фокуса. У них в арсенале финансы, власть, искусственный интеллект, понимание слабостей различных социальных групп. Другие менее сильные игроки рынка внимания – это ваша семья, друзья, работа и религия, если вы верите в Бога. Их отличие от акул в том, что с ними вы с радостью делитесь своим вниманием, а акулы пытаются встроиться в транзакции и поиметь свои дивиденды от естественной потребности человека в социализации. Цифровизация, пандемия и перевод всех основных социальных взаимодействий в интернет только помогают им в этом. Метавселенные – это такой же продукт своей эпохи, как социальные сети, телевидение или радио в прошлом веке. Те, кто их создают, руководствуются разными идеологиями, но не стоит забывать, что цель любого бизнеса – прибыль. По более-менее устоявшемуся определению, метавселенные – это виртуальные миры, где люди общаются в режиме реального времени и формируют внутреннюю экономику. В идеальном кейсе, на мой взгляд, метавселенная должна иметь свой токен 1 или 2 уровня, децентрализованный блокчейн, позволяющий создавать смарт-контракты и использовать возможности XR для более глубокого погружения. Extended Reality – это то, что AR, VR, MR объединяют. Сейчас говорить VR – это значит себя ограничивать. На практике разные компании в силу ограниченности своих ресурсов или наоборот, из-за того, что они такие огромные и неповоротливые, щупают слона метавселенных с разных сторон. Это создает калейдоскоп продуктов, который сложно систематизировать, но можно представить, во что они вырастут через 4-5 лет. Итак, переходим к главной части. Что такое метавселенная? Виртуальная утопия или цифровой концлагерь? И при чем здесь ваше внимание и персональные данные? Начнем с железа. В случае использования хедсета с наушниками 99% информации, поступающей на ваши физические сенсоры, идет через сервера компании, продавшей вам хедсет и приложения. В случае использования телефона или монитора у вас остается свобода периферийного зрения и слуха. С помощью хедсетов будет собираться столько информации о твоих действиях и интересах, сколько не собиралось никогда. Не забываем, что на хедсете стоят камеры, которые по информации в пользовательском соглашении ничего никуда не отправляют и обрабатывают данные только на устройстве, но пользовательские соглашения меняются легко и в одностороннем порядке. Что вы с нами сделаете? То, на что вы подписались в соглашении. Но мы его не читали! Да ладно вам, кто ж соглашается, не читая?
Но у вас есть альтернатива – использовать устройства и приложения с открытым исходным кодом. Такой код может скачать любой программист, прочитать его и точно сказать, куда и как отправляются данные с вашего девайса. Используя такие устройства, вы берете на себя ответственность и можете модифицировать железо и код, если имеете необходимые навыки. Ирландский разработчик Джосип Алмази написал VR-сервер vrspace.org с открытым кодом, который позволяет запускать разнообразные приложения, создавать аватары и редактировать мир, но не собирает персональные данные вообще. Также существуют XR-устройства, которые не залочены на вендора и запускают любой софт. Это OSVR, который был сделан еще 5 лет назад, и проект Relativity, изучив который, вы сможете собрать свой независимый хедсет примерно за $200. На дискорде проекта программисты, дизайнеры и инженеры обмениваются опытом, программами, постят картинки с напечатанными на 3D-принтере деталями. Если вам это интересно, все ссылки найдете в телеграм-канале. Он будет в описании. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это обработка личных данных. Для начала поймем разницу между анонимностью, приватностью и безопасностью. Анонимность – это когда все видят, что ты ищешь, где купить элитный собачий корм, но никто не знает, что ты пудель Геннадий, живущий в Москве на Тверской. Приватность – это когда никто не может посмотреть, у кого и почем ты этот корм покупал и куда его доставили. Это приватная информация. Безопасность – это когда ни одна собака не может, используя твой кошелек, заказать корм на свой адрес. Метавселенные, использующие блокчейн как базу данных, не имеют приватности. Любой человек может за час-два изучить, как записываются данные, и с помощью бесплатных программ, доступных в онлайне, просмотреть балансы и переводы любых кошельков. При этом блокчейн по умолчанию полностью анонимен. Я сказал по умолчанию, потому что стоит вам связать любой из ваших кошельков со сторонними продуктами, такими как, например, легальные биржи, вся цепочка ваших транзакций автоматически свяжется с вашей личностью, так как многие биржи просят предоставить паспортные данные для вывода средств и торговли. Однако для торговли NFT и виртуальной землей KYC не требуется, и вы можете оставаться анонимным, пока вам это необходимо. Здесь вы опять берете всю ответственность на себя. Нет никакого банка, который вам вернет средства обратно при случайном переводе или мошенничестве. Ваша безопасность – это только ваша проблема. Если вы потеряли сид-фразу, вы потеряли аккаунт и все, что в нем было. Ничего с этим не сделаешь. В централизованных метавселенных ваш аккаунт намертво привязан к вашим личным неанонимным данным. Сейчас мета требует, чтобы пользователи логинились в систему, используя аккаунт Facebook. Причем, если ваш аккаунт был замечен в подозрительных действиях, вас могут заблокировать. На запуске Oculus 2 некоторые пользователи были забанены якобы за то, что их информация в Фейсбуке была неточной, например, фейковое имя или дата рождения. Причем пользователи теряли доступ ко всем своим покупкам, сделанным в предыдущей версии очков. Это вылилось в приличный скандал. Марк поспешил извиниться, как мы знаем, это он делает профессионально. И пообещал, что уберет связку с Фейсбуком когда-нибудь в 2022 году. А его вице-президент Эндрю Басворт заявил, что люди должны убедиться, что их учетные записи в Facebook в порядке, прежде чем покупать гарнитуру. Очень весело. Оцените жадность Марка до ваших персональных данных по шкале от 0 до 10. С другой стороны, это создает безопасное пространство в мете, чтобы пользователь знал, что может потерять доступ к Фейсбуку и своему хедсету, и вел себя прилично в доме, который построил Марк. А еще такая концентрация персональных данных привлекает мошенников и хакеров. Есть мнение, что именно благодаря манипуляциям персональными данными и искусственному таргетингу Дональд Трамп стал президентом Америки. Марк продолжает извиняться, но все равно гнет свою линию. И на это у Марка есть причина. Он продает доступ к персональным данным своих пользователей рекламодателям. Следующая версия Oculus, возможно, будет определять ваше эмоциональное состояние по положению лицевых мышц. Благодаря этому ваш аватар сможет повторять ваши эмоции, улыбаться, грустить или сердиться. Сейчас это можно делать только с помощью жестов. Отличный сервис, не правда ли? Но за любую функцию должен кто-то платить. И если вы не заметили, как заплатили, то вы это уже сделали своими персональными данными. Мета будет знать с невероятной точностью, что вам нравится, а что нет, без всяких лайков и дизлайков, и заработает на этом гораздо больше, чем стоила разработка этой функции. Только вдумайтесь, мы платим за возможность улыбаться другим людям в метавселенной. Как вам такая цена? Напишите в комментариях.
Но это всего лишь предположение. Чтобы лучше понять, соскочит ли Мета на старые рельсы Фейсбука, я пригласил к нам в гости эксперта. Его зовут Саркис, и он руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики и мой хороший друг. И это то же самая модель, как происходит сейчас с Фейсбуком, тоже, или там Инстаграм, неважно. Да. Они как бы берут наше время, продают его рекламодателям. Ничего принципиально не изменится, потому что это, только на такой модели как бы это все существует. Вот, поэтому новая игрушка, вначале будут вкладывать, вначале будет меньше рекламы, потому что нужно завлечь туда людей. Мы помним, в начале в Фейсбуке не было практически рекламы, и все занимались тем, что гадали, будет ли реклама или нет, и как будет Facebook монетизироваться, и умрет ли или нет. Вот, да, а теперь мы думаем, выживем мы тут в этом Фейсбуке или нет. В блокчейне данные доступны всем. И даже если вы начинающий программист, вы можете написать сервис, который будет анализировать данные блокчейна и решать ту или иную задачу. Покажу пример из метавселенных. Покупка земли в Сандбоксе и Децентраленде – та еще боль. Найти определенное место, сравнить или отслеживать цены очень удобно. Но все данные о продажах и листингах записываются в блокчейн, открытые и доступные без паролей и API. Поверх этой информации со временем появятся различные решения, которые будут работать качественнее, чем оригинальный marketplace, и пользователи сами смогут выбрать то, что им по душе. В централизованных сервисах, которые строит Мета, большинство данных спрятаны за так называемыми paywall'ами, но и то, что получает пользователь, заплатив, ограничено тем, чем компания готова делиться. На этом и строится ее бизнес-модель. Важная часть метавселенных – это децентрализованные приложения. У них нет центральных серверов и не существует такой компании, которой можно отправить иск и заставить отключить приложение. После того, как комьюнити Wall Street Bets через покупку акций GameStop повлияла на прибыль сильных мира сего, компания Discord, которая является централизованным сервисом, отключила сервер энтузиастов под предлогом нарушения правил комьюнити. Якобы они там хейт-спич устраивали. Если бы они пользовались децентрализованным приложением, таким как, например, status.im, то никто бы не смог отключить их чаты. Для этого пришлось бы удалить все приложения со всех телефонов и со всех десктопов. Как вы понимаете, это невозможно. Пользователи децентрализованных метавселенных не просто покупатели и наблюдатели. Благодаря системе смарт-контрактов, которая называется DAO и построена на эфире, они становятся полноценными гражданами виртуальной страны. Владельцы токенов могут выносить вопросы на голосование и голосовать по проблемам и задачам, вынесенными другими участниками. Вся система абсолютно прозрачна и не может быть фальсифицирована. А если разработчики вдруг не будут прислушиваться к результатам, граждане виртуальной страны просто продадут токены и уйдут к конкурентам. Мне это напоминает систему полисов в Древней Греции и зарождение демократии на античных агорах. Но это то же самое. По сути, они там камешками, им давали камешки, черный и белый. И они эти камешки клали. Это тоже те же токены. Все граждане, плебеи только не занимались. Плебс. Но как бы это был плебс. Плебс, окей. Ну, купи токен и голосуй. Покупая токен, ты демонстрируешь, что ты заинтересован в развитии этого мира, этой метавселенной. И ты, соответственно, получаешь право голосования. Если у тебя этого токена нет, и ты его не купил, какого фига тебе там голосовать? Совершенно другая история прямо сейчас разыгрывается в Китае. 27 декабря китайский поисковый гигант Baidu запускает процесс колонизации метапланеты Ксиранг, созданный на платформе Baidu VR. 100 тысяч аватаров участников конференции Baidu AI Developer Conference будут погружены в виртуальное 3D-пространство Земли Надежды на 3 дня. Посетители будут смотреть презентации и участвовать в дискуссиях, тусоваться на дискотеках, рассматривать выставочные стенды, веселиться на концертах. Разработчики воссоздали древний монастырь и построили огромные локации для конференций. China Mobile, China Unicom и China Telecom в ноябре объединились с несколькими технологическими компаниями, чтобы сформировать отраслевой комитет Metaverse Industry Committee.
Будет ли китайский метаверс наследовать все самое лучшее из своего физического предшественника? Узнаем совсем скоро. Уверен, что, по мнению китайского правительства, это будет единственный рекомендованный населению способ изучать виртуальную реальность. Метавселенные, как новый продукт, требуют от своих жителей новых навыков и способностей, причем как физических, так и интеллектуальных. Например, хорошо известен недуг, который называют VR Motion Sickness, когда новички не могут проводить много времени в виртуальной реальности, особенно в тех приложениях, где аватар не стоит на месте, а передвигается. Причина в том, что вестибулярный аппарат теряет синхронизацию с телом. Глаза говорят мозгу, что вы движетесь, а тело говорит мозгу, что вы стоите. В древности это могло произойти только если вы съели каких-нибудь не тех грибов и бредите. Организм отвечает на это тошнотой и рвотой, пытаясь очиститься. Со временем мозг адаптируется. Любители VR называют это отращиванием виртуальных ног. Если с физическими навыками все понятно, овладеть интеллектуальными навыками, необходимыми в децентрализованных метавселенных, не так-то просто. Прежде всего, это финансовая грамотность, понимание того, как работает блокчейн, и базовые навыки работы с кодом и умение писать простые скрипты. Централизованные метавселенные не особо заинтересованы в образовании пользователя. Любая новость или реклама, посмотренная вне экосистемы, это потеря прибыли. Я не настаиваю на том, что децентрализованные вселенные лучше. У них есть свои плюсы и минусы, и свои опасности. Там гораздо легче попасться на мошенников и потерять все свое цифровое барахло. Понятно, что многие к этому не готовы, и им проще отдать свои данные в обмен на ипотеку от большого Марка. Я верю в децентрализованные системы настолько, насколько верю в порядочность и ответственность участников системы. Потому что, грубо говоря, я могу, если я добрый, и я могу построить цифровой сквот для тех, кому нужно прибежать со своим цифровым имуществом, которые в той или иной степени вдруг оказались, не знаю, лишились крова, там, мы сейчас, да, мы, понимаешь, образно, цифровое землетрясение, цифровое, там, не знаю, разрушение, что угодно. Вдруг ты вот оказался. Там, YouTube закрывается, тебе нужно все срочно скачивать. И есть люди, которые внутри в сцене, да, которые поддерживают это, да, landscape, да, которые хотят и дают возможности. У меня есть немножко побольше денег, я куплю мощностей, дам их, чтобы люди пользовались, делали это. Но опять же, все это упирается в возможности таких людей, как я, тех, кто креаторов этих домов для креаторов. Я уверен в том, что мета не является авангардом изменений, а скорее пытается вскочить на поезд, который уже набрал приличную скорость. Концепции технооптимизма и технопессимизма теряют свой смысл, когда ты начинаешь немного глубже погружаться в тему и видишь, насколько разные цветы цветут на полянах метавселенных. Мы живем в мире, где сбываются все прогнозы. У нас будет ванильная мета, у которой будут покупать или красть огромные массивы персональных данных. У нас будут независимые, анонимные, либертарианские виртуальные страны, в которых возможностей, как и опасностей, будет гораздо больше. У нас будут гигантские виртуальные кластеры за китайской стеной с идеологически выверенным тотальным контролем. У нас будут тысячи небольших стартапов, сжигающих деньги фондов в надежде победить большого брата. И может быть, у кого-то это получится, и он займет его место. Мы вправе выбрать, куда и как инвестировать самую ценную валюту 21 века – наше внимание, и вправе разобраться, кто и как использует наши персональные данные. Какую метавселенную выберете вы? Полную диких возможностей или безопасную? Будут метавселенные виртуальными утопиями или цифровыми концлагерями? А может, вам больше по нраву Китай? Тема невероятно сложная. Именно поэтому мне очень важно знать ваше мнение по этому поводу. Напишите его в комментариях. Это поможет мне понять, кто смотрит мои ролики, и сделать их более полными, глубокими и интересными. Если вы за последние 15 минут узнали что-то новое для себя, отблагодарите меня. Поставьте лайк и подпишитесь. А в завершении, чтобы так это не совсем сгущать краски, все-таки с оптимизмом все это, я хочу одну цитату привести. Современная техника приводит к тому, что мы захлебнемся в информационном потоке, из-за чего нам станет трудно думать. Это сказал швейцарский ученый Конрад Геснер.
Правда, сказал он это в 16 веке, что оставляет, мне кажется, нам очень позитивный взгляд на будущее человека. Всех с Новым годом и Рождеством! Viva la Evolution! И увидимся в метаверсе.